Всем привет! Не только рыбакам, но и начинающим, может быть, будет интересно познавательное видео сегодня. В предыдущем моем видео был обзор вот этой катушки Pro Max 3. Ссылочку на это видео вы сейчас видите на своих экранах в правом верхнем углу. Можете посмотреть. В общем, сходил я на рыбалку с этой катушкой от Abu Garcia Pro Max 3. На палочке тоже Abu Garcia. Ну, в общем, неудачно. Не только ничего не поймал, но и оставил там две блесны. Вот такую вот оставил. Ну, это поменьше, правда, блесна. Оставил побольше. Такую играющую, хорошая блесна. При медленной проводке просто ведет себя как настоящая рыбка. А почему я ее там оставил? Да потому что в комплекте с этой катушкой Pro Max 3 шла вот такая коробочка. В ней была вот такая леска. Вернее, плетенка. 8-жилка. Как на ней указано, что на 20 лб, то есть 9 килограмм. Ну, я и намотал сюда на шпулю. 9 килограмм, в принципе, ну, как бы, ну, так. Нормально, в принципе, 0,2 миллиметра. Ну, средненько, скажем так. Потому что есть лучше гораздо. Ну, и в чем проблема была? В общем, пришел я на озеро, покидал, примерно, может быть, 2 десятка забросов сделал, и потом щух, и моей блесны нету, вот этой. Ну, смотал я, смотрю, такой кончик, ну, как бы распушился. Ну, вместе с поводком, естественно, все ушло. Ну, думаю, блин, может быть, узелок плохо привязал. Ладно. Достал я опять поводок новый. Привязал его хорошенько. Все, естественно, смочил плетеночку. Связал. Откусил кончик, оставил миллиметр там на узелке. Прицепил колебалку от Abu Garcia. Хорошая колебалка была. Закинул, ну, раза 3, наверное, закинул. Да, раза 3, наверное, закинул. Ну, и как бы через траву проводил. И там цепануло, короче. Ну, что, взял за плетенку. Хорошенько стал подтягивать, как бы. И, ну, по моим ощущениям, в районе килограмм 5 было всего лишь усилия. Может быть, даже и меньше. И, естественно, чпок, и все оторвалось. И блесна осталась там в траве. Но я как бы место отметил, потом залезу, пошукаю, как говорится, поищу. Думаю, найду. Сейчас дожди, правда, вода поднялась. Ну, через пару недель дождик вроде как должен сезон дождей пройти, подсушить немножко, и залезу поищу. Так вот. Не стал я испытывать судьбу и привязывать 3-й раз поводок. И в общем, я решил поставить крестик на этой плетеночке 8-жилки. Написано, что типа японский материал, но как бы плетенка no name, то есть нету ничего о ней, кто производит и где производит. Просто Japan материал. Ну вот, вы видите. Поначалу я думал, может быть, оставить ее там на фидер, но так подумал, через какое-то энное количество забросов мой крючок с приманкой, ну, ладно, червяк, там крючок, пофиг, с кормушкой улетит далеко от меня. В общем, я ее решил выкинуть. Ну, или позвоню друзьям и скажу, вот, хотите, халява, как говорится, японская плетенка.
Ну, может, кому-то и понадобится, не знаю. Ну, предупрежу, что в районе 5 килограмм держит. Ладно, много болтовни. Заказал я в Салма. Вот такая коробочка от Салма пришло. Вот такую плетеночку. Может быть, кто-то и видел. Вот поставьте на паузу и посмотрите. Обошлась она мне в 21 евро 95 центов. Усилие приличное, 32 килограмма. При небольшой толщине, 0,22 всего лишь. Японская леска белого цвета. Она в воде полупрозрачной становится. Вернее, не леска, плетенка, что я все оговариваюсь. Сделана в Германии, немецкая. Ну, что тут по ней можно сказать? Максимальная самая как бы разгрузочная сила, эксклюзивный метод фирмы ВФТ, максимальный угол плетения, сверхплотное плетение, новейшая техника плетения, 10 жил, максимальная узлоустойчивость. Очень хорошо себя ведет на скалистых, в общем, со скалистым дном, с ракушками, в общем, устойчиво к стиранию, к порезам и так далее. Производитель вот так вот говорит, что, в общем, кто это купит, не пожалеет. Посмотрим, как оно на самом деле. Подарок очень приятно шло от Салма. Вот такие 5 джиг головок. Ну, я как бы не вешал, но, по-моему, грамм на 14. Может, на 16 даже. Приятно получить подарки, конечно. Ну, что я хочу вам еще сказать по этой плетенке. Сейчас я ее буду наматывать на шпулю, но предварительно я хочу проверить вот эти 32 килограмма. Я уже как бы подготовил тут вот эти крючочки такие сделал, связал хорошим узелком. Я думаю, узелки выдержат. Проверим на весах. У меня есть вот такие весы. 50 килограмм. Держат они. Сейчас я как зацеплю вот эти крючочки, прицеплю весы, установлю камеру и посмотрим в режиме реального времени, сколько эта плетенка выдерживает. По моим ощущениям, в принципе, должна прилично держать, но хотелось бы проверить все-таки. Итак, я сейчас все зацеплю, установлю камеру и включу на запись. Так, господа, сделал я конструкцию. Зацепил, как бы весы прицепил. Сейчас покажу вам. Вот, как бы видите. Сейчас увеличу. Вот. Там второй крючок. Надеюсь, цифры будут видны. Сейчас я увеличу побольше. Вот так. Ну, начну тянуть потихонечку. Так, главное, чтобы все это снялось, чтобы не делать второй дубль. Так, надо скинуть тайп. Ну, как бы по нулям. Будем считать, что 0. Ну, там 20 грамм. Потому что все на весу. Ладно. Тянем. Что-то оторвалось. Не знаю, будет ли вам видно там на записи или нет.
Сейчас я посмотрю, что оторвалось. В общем, оторвалась плетенка. Ну, не на узле. Это радует. Узлы нормально привязаны были. Плетенка оторвалась. Не знаю, снялось ли все это дело, но по моему ощущению, что-то я не особо сильно тянул. Я предлагаю связать это дело еще раз и сделать второй дубль. В общем, я еще раз зацепил. Так, вот покажу. Камеру поставил сверху, чтобы самому смотреть на дисплей. Самому интересно, потому что я же не могу сейчас посмотреть, сколько там было на записи. Итак, сейчас я сброшу эти самые Type. Ну, как бы, да, вот 0, там точка 19 грамм. Так, будем тянуть. Так, сейчас камеру поправлю. Ну, поехали, будем смотреть. Что-то как-то маловато там. Что-то в районе 7 килограмм было, насколько я понял. Неужели опять обманули? Обманули. Так, что у нас там порвалось? Так. Так, где у меня дисплей? Ну вот, как бы не на узлах. Не знаю, как-то маловато, по моему ощущениям. 32 там килограмма и не пахнет, как говорится. Вот как-то так. Так, господа, у меня, оказывается, стоял холд. И вот максимальное значение он зафиксировал 9,46. То есть в 3 раза меньше, чем производитель заявил, 32 килограмма. Ну, 9 тоже как бы неплохо. Но хотелось бы 32 получить. В общем, господа, Бог любит троицу, хоть я и не верующий. 3-й раз я привязал вот шнур. Отрезал на этот раз я от катушки. Мало ли что-то было не так, потому что в предыдущие разы я использовал кусочек шнура, который был просто на картонке, на упаковке. Сейчас я просто отрезал от катушки. На всякий случай проверим реально вот этот шнур, который на катушке. Так, сейчас я настрою камеру, чтобы было все видно. С холдом что-то у меня тут не получается. Не знаю, наверное, вот последний раз, что я снимал, холд, хоть там 9 с чем-то там килограмм было, по-моему, это все-таки не то. Но потом я уже, когда видео буду монтировать, я посмотрю, сколько реально были цифры. Так. Камера. Не пропустить цифры. Сори, что все дергается, но надо все-таки настроить. Так, уменьшу фокус, вернее размер. Так, поехали. Так, Type сбрасываем. Zero. Поехали тянуть. Потом при записи посмотрю цифры. Так, надо камеру отодвинуть. По-моему, не хватает дисплея. Так, сбрасываем Type. Поехали. Что-то мои шнуры развязываются или просто затянулись. Так, тогда я отодвигаю камеру. Узлы, вернее,
затянулись. Так, тайп скидываем. Поехали тянуть. Ну вот что-то там за 11 килограмм было. Но все равно это не 32. Так, вот. Один узелок остался целый. И второй узелок остался целый. Порвалось на середине. Узлы нормальные, выдержали. Ну, не знаю, что вам сказать, господа. Что-то, блин, не знаю, непруха какая-то. Ну, блин, не хотелось бы звонить в Салма и говорить, блин, что за фигня. Почему не 32? Причем у них на сайте написано, что это реальный тест 32 килограмма. Так я не знаю, как они его тестировали. Ну вот реально весы же показывают, там 11 с копейками было. В общем, я в шоке. То есть получается, что вот эта плетенка, которая шла в комплекте с катушкой Abu Garcia Pro Max 3, no name, то есть без названия, тоже неплохая. Написано 20 лб, 9 килограмм. Здесь 32 килограмм. Но по моим ощущениям, когда я из травы тянул, я повторюсь, в районе 5 килограмм было. Ну, это по моим ощущениям, да, так. Разика, наверное, ну, в 2. Ну, да, вот поэтому и показал 11 килограмм весы. Жалко. Блин. Кстати, холд, блин, работает. Сори, сбросилась. 13 килограмм показывали весы. Разрыв. Ну, 13 еще терпимо. Можно жить. Но все-таки я надеялся, что будет 32. Ну что, ладно, будем закругляться, делаем выводы. На будущее не покупайте no name. Ну, это ладно, подарок как бы шла в комплекте с катушкой. Отдельно не покупайте no name, самое, без названия плетенки. Лучше, конечно, с именем. Но VFT плетенка, в принципе, с именем. Даже написано 100% японский материал, сделан в Германии, должна быть качественная. Почему так, непонятно. Почему не 32? Я еще подумал, может быть, взять потоньше, там было, сколько же было, 0, да, 0,2 было, это 0,22, 0,2 было 22 килограмма. Вот 0,22 уже, то есть на 0,2 10 плюс 10 килограмм. Ну, еще вариант купить чисто японскую леску. Хотя не факт, что будет такая же фигня. Там, правда, тест поменьше. Shimano была тоже 0,2. По-моему, тест был, по-моему, 26 килограмм, насколько я помню. Ну да, по-моему, да. Ну, куплю в следующий раз Shimano. Ну, если куплю, то сделаю видеообзор. Ладно, будем закругляться. Буду наматывать эту плетенку на катушку, на шпулю. Эту смотаю и намотаю. Потом покажу. Ну что, финальный аккорд. Пока суть то дела, тут ливень такой прошел, весь стол замочил и все. Но намотать плетенку удалось.
Вот полная шпуля. Видите, до самого краев, до бортиков. Опять я не взял счетчик, не сходил в гараж. Надо было ради интереса посмотреть, сколько входит наша пуля, сколько я намотал. Потому что по инструкции, в принципе, 0,32, где-то, по-моему, 135 метров должно входить. А здесь 0,22, ну, в районе 200 метров должно, наверное, входить. На бобине написано 150. Но я думаю, здесь больше гораздо, потому что я намотал, я считал обороты, 200 оборотов, ну, это где-то 120 метров. Потому что, когда шпуля пустая, 45 сантиметров за оборот. Когда полная, 74 за оборот. И, ну, в среднем 60 сантиметров за оборот. 200 оборотов, 120 метров. И тут еще дофига осталось. Судя по вот, пластмассе, там, как бы, ну, профиль пластмассы, и посмотреть, сколько еще плетенки, я намотал, ну, 50% я намотал, то есть еще столько же здесь осталось. 120 намотал, и еще 120, ну, около 300 метров, в принципе, должно быть здесь. Хорошо, если так. Надо будет все-таки поставить счетчик и размотать все это дело, и намотать, и посмотреть, сколько реально вошло, ну, для себя. Что я хочу сказать по плетенке? Тест она 32 не выдержал. Я не знаю, в каких условиях надо делать тест, чтобы было реально 32. Может быть, там мочить надо или еще что. Ну, плетенка сейчас сухая была. Не знаю. Кто знает, напишите в комментариях. Плетенка, в принципе, ну, по сравнению с этой, ну, попрочнее, да. Я потом, когда буду мотать видео, ну, монтировать, вернее, я по кадрам посмотрю и посмотрю на весах, сколько реально было там. Хоть холд там и показал 13 килограмм, может быть, там больше было. Потому что там доли секунды, конечно, я смотрел на дисплей камеры и толком и не увидел цифры. Сама плетенка, она такая, ну, как бы похожа на проволоку. Хоть написано 10 жил, она должна быть мягкая. Потому что все мы знаем, ну, рыбаки знают, что 4-жилка, она такая более грубая, 8 мягкая, вот эта 8, она мягкая вообще. А это такая вот, как ее согнешь, так она и, в принципе, и будет. Реально мини-проволока, поводки можно делать проволочные. Ну, руками ее не порвать. Руки режет, просто не порвать. Будем надеяться, что прочная. Может быть, я тест неправильно делал, не знаю. Напишите в комментариях, кто знает, как делать тест. Может, мочить реально надо. Все, на этом будем закругляться. Как говорится, всем удачи, ни хвоста, ни чешуи. Надеюсь, я перестану терять блесна из-за того, что будет рваться плетенка. Ну и все. Ставим лайки и подписываемся. Не забываем. Пока.